Давайте подтягивайтесь, я вас подожду немножко, сегодня поговорим. Так, начинаем тогда с вами, подтянетесь по ходу дела. Давайте с вами поговорим немного про седину. Седина – это у нас достаточно сложная тема. Седину закрасить, как вы понимаете, непросто. Хотела бы поговорить про седину, напоминаю. Значит так, все мы помним, что такое седина. Седина – это у нас с вами волос, который потерял пигмент. Да? Причина возникновения вот этой вот утраты пигмента я описала в статье, так что я потом ее выставлю, вы можете почитать. Вообще я вам говорила о том, что у нас из чего состоит волос, да, наполнение. Он состоит у нас белки, пигмент и воздух. И когда перестает вырабатываться пигмент, соответственно, пузырьки воздуха заполняют у нас с вами наш волос. И в итоге у нас что появляется? Седина. Так вот, по логике вы понимаете, да, седину закрасить сложно. Почему? Потому что воздух закрасить очень тяжело. И для этого у нас с вами существуют в каждом бренде разные красители, которые нам помогают с этим бороться. Как правило, мы седину с вами закрашиваем все-таки перманентными красителями. Полуперманентные красители у нас, конечно, могут закрасить седину, но волос для этого должен быть очень тонкий, послушный такой. И, скорее всего, да, там мы используем 4% окислитель, и на 100% он, конечно, не сможет закраситься полуперманентным красителем, только лишь потому, что у этой краски нет такой мощности, как у перманентного красителя. У нас с вами существует очень много брендов, которые сделали свои линейки для седины. Как правило, в любом бренде краситель, имеющий 0, да, вот у нас с вами седина, может трактоваться как? Для седины, краситель для седины, как может трактоваться? Ну, например, допустим, 0. Если у нас с вами есть в краске 0, то это краситель уже подходит для седины. Но это не значит, что подходит для 100% седины. Мы можем ее закрасить. Нет. 0 это просто показатель того, что в этом красителе присутствует натуральный пигмент. Да, и у нас с вами, помните, есть 10, 0, да, там, например, 9, 0, 8, 0, 7, 0 и так далее. Так вот, седина, когда более щетинистая, когда ее больше по количеству в процентном соотношении, мы с вами пользуемся красителями, которые имеют уже 2 ноля. Как правило, на этих рядах 2 нолей не бывает. Потому что у нас с вами 10,9 это достаточно прозрачные красители. Они не могут закрасить 100% седину только лишь потому, что у них нет такого количества пигмента, в них не содержится. Начиная с 8, 7, 6, то есть чем темнее краска, тем она имеет больше пигмент. Наши производители усилили пигмент 2 нулем. Вот эти вот красители, они закрашивают седину гораздо лучше, потому что 2 0 это показатель усиленного пигмента. Поэтому, конечно же, для седины для такой более стойкой, щетинистой, такой стекловидной седины, мы с вами можем использовать красители с 2 нулями. Значит, следующий такой вот момент. Мы все знаем, что то, что у нас с вами идет выше 7, закрашивает седину не очень хорошо. Это получается как бы такое европейское окрашивание. То, что у нас идет ниже 7, седину закрашивает гораздо лучше. Ну, потому что я вам уже объяснила, это красители у нас такие более прозрачные, в них пигмента меньше. Красители, которые идут ниже 7, закрашивают седину гораздо лучше. То есть 7 это как бы у нас с вами граница. То, что до закрашивает хуже, то, что ниже 7 закрашивает лучше. Ну а 7 это, скажем так, 50-50. Все зависит от толщины волоса. Если волос тонкий, закрасят неплохо, но если не стекловидная седина, потому что у тонкого волоса тоже бывает стекловидная седина.
Значит так, смотрите, у нас есть бренды, которые имеют цифровые обозначения, есть бренды, которые имеют буквенное обозначение. При буквенном обозначении у нас появляется буква N, натуральный цвет, буква N. Обязательно это буква, это первая буква слова, английского там слова, там немецкого слова, то есть натуральный цвет это буква N, то есть буквенные обозначения, они просто вы переводите для себя, они суть, говорят красители, говорят цвет. Ну, например, допустим, если у нас с вами краситель красный, это будет red, понимаете, да? И будет присутствовать, соответственно, в краске red, да? Ну вот, мы с вами говорим сейчас про седину, поэтому остановимся. Также бывает седина нормальная, это вот обыкновенная седина, буква N. И бывает усиленная, да, седина, то есть не седина, а пигмент. Усиленный пигмент – это две буквы N. Опять же, для более сложной седины или для перестраховки используйте двойное значение. Так, с этим мы с вами разобрались. Значит, смотрите, я вам рассказала, это одна часть красители для седины. Не во всех брендах у нас с вами используются, скажем так, нули и натуральные цвета. Во многих брендах у нас с вами есть специальные линейки для окрашивания седины. Ну, например, допустим, если возьмем Matrix, у них существуют краски. Сейчас я вам напишу, что это Matrix, чтобы вы это знали. Так, Matrix. У них 500-е ряды. 500-е ряды. 5 и еще какие-то цифры. Значит, цифры после – это и есть основные цвета. 5 – это 500-й ряд для седины. Например, допустим, 510. Да? И дальше идут у них на самом деле буквенное обозначение. 510, например, допустим, Г. 510Г. Это что значит? Это уровень 10, золотой, gold, Г. Помните от названия цвета, gold, золото. Первая буква Г. У них же также существует, например, допустим, там 504, да, там НВ. Неважно здесь буквы. Вот это первая цифра, то есть вот из 500-х рядов это у нас с вами специальные ряды в матриксе для седины. И также существуют у многих брендов специальные линейки для окрашивания седины. И вы, естественно, не экспериментируете, а просто берете их. Все они прекрасно, опять же, между собой смешиваются для получения новых, красивых, сочных цветов. И не забывайте, что у нас есть микс-тона, которыми мы можем усилить, и бустеры там, ну как вы назовете. Короче, усилители цвета. Эти усилители цвета вы применяете для того, чтобы повысить интенсивность, если вы хотите более яркие, более сочные оттенки. Как у нас с вами используются при окрашивании седины наши усилители цвета, это уже отдельно, я вам вообще рассказывала, но вы как бы можете попросить, если вам интересно, и я вам расскажу об этом на следующем уроке, на следующем нашем вот видео. Так, значит, дальше. У нас с вами седина. Сегодня седина. Значит, у нас есть несколько способов для борьбы со стекловидной сединой. То есть мы знаем, что седина у нас закрашивается плохо. Да, и мы с вами должны что-то сделать. Для этого у нас существует несколько способов. Конечно же, я вам всем на обучении рассказывала об этом, но напомню, записывайте. Так, значит, у нас есть с вами первое, да, это препигментация. Препигментация, от слова «пре» – это то есть то, что делается перед, то есть внесение пигмента до окрашивания. Препигментация. У нас есть несколько вариантов препигментации. Первый вариант. Когда мы с вами берем краситель на 1 тон светлей, без воды, без окислителя,
мы наносим с вами чистый краситель на нашу седину. Это могут быть только очаги. Либо у вас достаточно много седины по всей голове, и вы тогда, естественно, наносите только на седину. То есть у нас с вами чистый краситель. Так, чистый краситель. Без всего чистый краситель наносим на седину, держим 10-15 минут. После этого мы с вами остатки, да, через 10-15 минут снимаем салфеточкой, стираем, либо там подсушили феном и наносим нашу краску, как вы должны ее разводить. Мы помним, что седина у нас окрашивается как? Только 6% окислитель. Значит, здесь у нас снять остатки. Это у нас пункт А. Нанесли, подержали, сняли остатки. Снять остатки. И В у нас с вами нанести основной краситель. То есть мы, например, допустим, с вами красим в 7:00. Значит, соответственно, у нас окислитель какой идет? Обязательное условие 6%. Потому что мы с вами должны помочь красителю войти вовнутрь. Для этого нам нужен мощный окислитель. Потому что усиленный пигмент требует большего расхода, то есть энергии. Так, выдержали здесь время. У нас время с вами, как правило, идет 40-45 минут. Но из практики скажу, где-то 40, будем так, 50 минут ставить. Почему? Мы знаем, что нам все производители говорят о том, что время краски заканчивается. Но просто из практики говорю, чем дольше чуть-чуть подержите, седина закрасится лучше. Поэтому от 40 до 50 минут смотрите, естественно, условия производителя. Это у нас с вами первое. Наша с вами предокраска. Как мы с вами красим, если у нас с вами седина. Так, сейчас второй вариант предокрашивания будем писать. Быстренько все сохранили, сфотографировали, потому что стираю. Значит, второй у нас с вами вариант предокрашивания. Предпигментация. Второй вариант. Мы с вами берем краску тон в тон. Вот мы с вами хотим покрасить в 7, помните? Значит, мы берем с вами краску тон в тон, разводим в пропорции 1:1 с водой. Так, значит, мы берем тон в тон краситель. Да, тон в тон краситель. Это не значит, что это безаммиачный. Это аммиачный краситель, но тон в тон с желаемым цветом. То есть, давайте напишем лучше по-другому. То есть у нас с вами желание, помните, да, 7. Значит, соответственно, я беру 7. Вот здесь вопрос, какую 7? Если вы в дальнейшем красите теплыми цветами, вы берете золотой, да, это у нас, например, допустим, 3. Если холодными цветами, то берете натуральный. Понятно? Так, прибавляем воду. Пропорция 1:1. 1:1. Держим 10 минут. Да, не больше 10 минут. Да, это у нас с вами первый пункт. Второй пункт, как всегда, снять лишнюю влагу салфеткой. Так, снять влагу, подсушить. Так, запомнили. И последнее, опять же, нанести наш краситель. Опять же, вспоминаем, теплый либо холодный, какой мы там тогда пропорцию делаем. Но я пишу просто как натуральный, потому что пока без оттенков. Это вам надо заранее просто решить. Значит, мы с вами берем наш краситель с 6% окислителем, красим опять. Получается 40-50 минут держим. Это второй способ у нас с вами предокрашивания. Так,
Быстренько фотографируем, сохраняем, скриншот делайте, и будет все понятно. Так, все, убираю предокрашивание. Так, значит, третий способ у нас с вами предокрашивания. У нас существуют в брендах специальные краски для предокрашивания, специальные цвета. Они достаточно яркие, то есть там есть золотой, есть медный, есть красный. Они у нас с вами так и называются для предокрашивания, то есть для препигментации. Их мы, естественно, можем использовать и как для седины, и как для выхода из блонда в натуральные там или какие-либо оттенки. Значит, специальные красители. Они у нас существуют. Золото. Давайте я напишу просто словами, потому что буквы либо цифры, это, соответственно, от бренда. Золото. Дальше идет у нас медь. И дальше красный. Это у нас красители для предокрашивания, для препигментации. В каком случае мы берем какой? Вот, например, допустим, девушка хочет покраситься, вы помните, в семерку. Какой фон осветления у семерки? Давайте вспоминать. Напишите мне. Вспоминаем. Десятка, золото. Девятка, золото. Восьмерка, золото, медь. Дальше наша... Привет. Семерка, медь, золото. Правильно. Значит, у нас с вами фон осветления, медь, золото. То есть золотая, так, медно-золотой. Ясно? Значит, соответственно, если мы хотим с вами покрасить в семерку, а у нас седина, ее много, значит, цвет там светлей, мы с вами должны взять на тон светлей, то есть золото. Понятно? То есть мы берем с вами золото, наносим на корни, высиживаем по инструкции, у каждого производителя своя инструкция, там где-то будет 5-10 минут, снимаем остатки, это наша первая с вами, да, будет? Помните, снимаем остатки, да? Это повторяется, остатки снимаем, и вы опять же повторяется. Дальше мы с вами просто наносим краситель, как и в предыдущих условиях. То есть мы берем с вами 7,00 плюс 6% и бла-бла-бла. Все то же самое. Только здесь вы работаете не краской, а специально подготовленным для предокрашивания красителем. Понятно? Давайте. Это третий способ нашей препигментации. Делайте скриншот и поехали дальше. 3 способа вот этих вот основных. Так, следующий вариант у нас для того, чтобы мы покрасили нашу седину, это уже не препигментация. Называется уже у нас мардансаж. Пишите. Мордансаж. Это что такое? Это у нас с вами разрыхление нашей кутикулы. Когда мы с вами делаем разрыхление кутикулы, у нас она становится набухшая, открытая, и сквозь нее тогда уже краситель легче проходит. Также мы это используем для наших более сложных окрашиваний. И, кстати, мардансаж — это очень неплохое средство для окрашивания азиатского волоса. То есть волос азиатский, он такой достаточно толстый, и у него достаточно липидная база сильная. То есть вот, чтобы проникнуть сквозь эту липидную пленку, которая вот покрывает волос, желательно тоже сделать мардансаж для того, чтобы у вас краситель лег
правильно, у вас получился более правильный результат. Так вот, пишем мордансаж. Так, мордансаж. Что мы делаем? Значит, у нас существует как бы такое, что мы используем 3 либо 6%. Только чистую перекись. Только чистый окислитель. Естественно, более мягкая седина это 3%, такая более щетинистая стекловидная 6%. Ну и опять же из практики говорю, как правило, в основном мы берем 6%, потому что уже эффект более надежный, более такой предсказуемый. Значит, дальше наносим мы с вами, опять же, на нашу седину. То есть, либо это у нас участки, либо это у нас все корни. То есть, наносим на прикорневую зону, да, выдерживаем до 20 минут. До 20. Почему я пишу до 20? Потому что 10 минут как бы хватит на тонкий волос. Если вы делаете, например, окрашивание азиатского волоса, то можете и 20 подержать. Поэтому смотрите уже по вашим клиентам. Значит, до 20 минут. Дальше мы с вами снимаем остатки влаги. Да? Снять остатки влаги. То же самое, да? И нанести наш основной краситель. Выдерживаем время как положено. Мордансаж. Записывайте, делайте скриншот. Это замечательная процедура. И если вы красите, как правило, наши азиатские волосы, даже если там нет седины, в цвет, который светлей, у вас будет с мордансажем цвет ложиться более правильно. Так что используйте его при толстом волосе. Так, все, мордансаж вы записали. Так, значит, смотрите, давайте теперь уже из практики с вами, да, как мы же с вами всегда экономим время, а клиенты экономят свои деньги, и получается, что надо как-то выкручиваться, да, из этого, и, соответственно, что для этого я вам предлагаю. Значит, если помните, мы с вами хотели взять 7, да, и про нее же так и будем говорить. Значит, смотрите, есть еще такое но. Если волос тонкий у клиентки, но седой. Как вы думаете, ляжет тон в тон, если вы возьмете 7? Цвет будет тот, который нужен, или корень засветлится? Как думаете, отвечайте. Корень станет более светлым. Поэтому, чтобы вот этого не произошло, нам надо что-то придумать, чтобы все-таки получилось на выходе 7, а не 8,5, 8. Вот смотрите, это уже вам как бы из практики такой как бы рецепт. Значит, для желания, да, у нас с вами желание идет 7. Ну, например, допустим, 7. Какой вам взять-то? Да, давайте шоколад. Шоколад. Так, поехали. 7 шоколад. Седина у нее такая стекловидная, да, там сложно закрашивается. На корне на тон темнее. На тон темнее, да, но нет. Сейчас я вам расскажу, почему. Так, смотрите. У нас с вами получается, если ты возьмешь 6, будет гораздо темнее. Потому что она же хочет 7 в итоге, а 6 все равно даст где-то, наверное, 6,5. То есть он будет между 6 и 7. Так вот, чтобы у нас с вами вышло нормально, мы с вами добавляем в краску 1/4 часть 6. Например, допустим, если у нас с вами 7,00 мы взяли, так, 7,00, а мы взяли с вами здесь, получается, так, 4 части у нас с вами будет, 1/4, значит, здесь 2 части. Да? Плюс она хочет шоколад, правильно? Значит, у нас получается 7 шоколад, 1 часть. И плюс у нас с вами 6, получается 0,0, 1 часть. Так? И это еще не все. Если у вас как бы послушный волос, вы можете, чтобы просто не засветлился корень, на этом как бы оставить, да? Только не равно здесь у нас будет.
а плюс 6% окислитель. Сколько? 4 части, да? 4 части. Если у нас с вами послушный волос, но корень всего лишь просто осветляется хорошо, то есть температура тела высокая, волос тонкий, и получается засветление корня, то тогда вы просто делаете 4 части, да, то есть 1 к 1 размешиваете для седины. Но если у вас еще стекловидная седина, то мы с вами здесь берем не 4 части, а 3 части. И это у нас с вами называется уже как щетинная смесь. Понятно? То есть у нас с вами 2 способа для того, чтобы мы поборолись как бы с нашей сединой. И плюс еще не засветлили корень. Первый способ, я надеюсь, вы записали. Да, 6 мы добавляем с вами в 7, да, 1 часть. И второй способ, мы делаем с вами еще плюс щетинную смесь. Вы можете и первый, и второй способ объединить, если у вас и то, и другое на волосах. Это уже как бы способ из практики. Так, значит, все это сфотографировали, опять себе сделали скриншот. Кстати, я вам не рассказала, как мы с вами, у нас с вами есть правила по поводу закрашивания седины. Их четко, их просто на зубок вас должны разбудить ночью, вы должны их знать. Первое правило у нас с вами для седины сейчас запишем, и потом дальше задачу будем писать. Первое правило до седины. Это когда у нас седины меньше 30%. Да, как мы с вами разводим? У нас с вами получается 1 часть. Так, 1 часть натурального цвета, да, плюс 2 части модного цвета. То есть у нас с вами маленький процент седины, и седина закрашивается неплохо. Второй у нас с вами, когда седины получается у нас от 30 до 60%. Как у нас с вами идет? Уже 1 к 1 смешивается. Это у нас с вами натуральный и модный нюанс. И третий, когда у нас с вами от 60 и выше, да? Как у нас с вами здесь идет? 2 части натурального и 1 часть модного. В этих во всех случаях 6% у нас с вами, да, используется оксид. Но я бы здесь уточнила. В первом случае, если у вас волос достаточно тонкий и послушный, вы можете использовать 4%. Вот так. Так, все, быстренько себе опять сделали скрин. Давайте задачу. Так, ну что мне, какую задачу-то вам задать? Давайте что-нибудь придумаем. Так, ну, например, так, с 7 мы с вами все разобрались, уже неинтересно. Давайте-ка мы с вами решим с 6, да? Давайте. Значит так, у нас натуральная база. У нее натуральная база, у нее 8. Значит, седина у нее с вами 65%. Так, длина у нас была покрашена в 6, ну, вернее, не покрашена, а сейчас она имеет 6, такой как бы смытый цвет, ну, например, допустим, 6,34, вот так. Это золотая медь, да, все мы знаем. Так, значит, это напишу золото-медь. Золото-медь. Это чтобы понятно было, золотая медь. Если кто знает буквы, это у нас получается так, золотисто-медный, вот так. Это у нее длина, так, и желание у нее.
Желание у нашей девушки, она хочет получить шестерку шоколадную. И так, шестерку шоколадную. Ну, если, например, допустим, шоколадная, значит, как бы в цифрах это все. Значит, давайте тогда повыли в цифрах, да? Например, допустим, 71. Вот такой она хочет шоколад. Если у нас по буквам, давайте, буквы это будет у нас БП. 6 БП она хочет. Вот так. Понятно, что я тут написала? БП. Понятно? Так, желание у нее шестерка шоколадная. Значит, база у нее восьмерка, седина, длина, которая сейчас имеется, хочет уйти от этого цвета и стать натуральным шоколадом. Все. Всех рада видеть. Давайте до встречи. Пока. Жду от вас, кстати, не забудьте задачу.